Чтобы вы понимали, вот так вот сейчас выглядит моя жизнь при подготовке к экзамену по оптике. Один экзамен по физике я уже завалил, поэтому я готовлюсь ко второму. Всем привет и добро пожаловать на видео, которое я особо пока что не придумал и не продумал. Сегодня я на самом деле хотел бы просто вам рассказать о своем опыте окончания универа. Я думаю, что я еще подобное видео сделаю, где общие черты расскажу, потому что это является большой частью моей жизни на данный момент, поэтому у нас просто нет выбора. Но я хотел бы просто сегодня рассказать более такую узкую тему обсудить, которая случилась со мной на этой неделе. В понедельник, если многие знают, если вы подписаны на меня в Инстаграме, то у меня был экзамен по физике, а точнее по направлению физики, которым является механика, и я его завалил. Когда я пошел в универ, это на самом деле был мой большой страх, я бы сказал, что я не смогу ничего понять, что мне там преподают. Несмотря на хорошие довольно-таки результаты по всем другим экзаменам, у меня их всего 6, и осталось из них как раз-таки 2 по физике, потому что я его не сдал, мне приходится его пересдавать. Физику я никаким боком не понимаю. И как раз-таки об этом я бы хотел сегодня вам рассказать. У меня на самом деле, почему я вообще выбрал эту тему, у меня на самом деле на прошлой неделе ничего другого в жизни не происходило, у меня постоянно был это нервоз, я бы даже сказал, по поводу экзаменов, и это является являлось единственной, наверное, частью моей жизни на прошлой неделе, поэтому мне, в принципе, больше не о чем на этой неделе рассказывать. Но, в общем и целом, весь этот курс, на самом деле, механики, то есть физики, был очень интересно построен таким образом, что курс назывался «Механика в средней школе». Типа в основной школе, получается, с 5 по 9 класс, и я, на самом деле, ожидал, что скорости, километры я умею считать, мне этого хватит. И когда я сидел на лекциях и смотрел на эти формулы, которые я вам сейчас покажу на экране, у меня начиналась эпилепсия. Потому что я не знаю, это либо темп, либо то, как я воспринимаю информацию, но я буквально не успевал воспринимать эту информацию, которую писали на доске, и все эти формулы, и я не понимал просто, зачем я это делаю, зачем я их записываю к себе в конспект, что они обозначают. На протяжении всех этих лекций, если я поставлю все формулы, то я могу любые буквы из алфавита умножить или разделить на друга, и хоть одна формула совпадет. Потому что все эти формулы, смотря на все эти формулы, я понимаю, что я ничего не понимаю и не знаю, что это обозначает, зачем это все. Я думаю, что у тех, кто видит меня в первый раз, может возникнуть вопрос, зачем ты это вообще, реально делаешь, зачем ты учишь в таком случае физику, если ты ничего не понимаешь. Мне грустно об этом говорить, но у меня просто нет выбора, потому что на этом направлении, на котором я учусь, единственное, что можно по расписанию совмещать с работой, это физика. Поэтому это такое добровольное, принужденное решение, которое я не могу изменить. Технически могу, но не могу, понимаете, о чем я. Поэтому мне просто приходится учить физику, и если, я не знаю, вставил я это в начале ставку это видео, у меня буквально, вы не видите, у меня здесь стоит стол, весь этот стол завален конспектами по физике, потому что, к счастью, на второй экзамен, который у нас будет послезавтра по оптике, нам прислали подготовительные вопросы, их там, конечно, 50 штук, и они вот такие, но я сейчас сижу и тупо отвечаю по конспектам на каждый вопрос, чтобы хоть как-то быть к этому готовым. Что более такое позитивное, на самом деле, это то, что нам сказали, как будет выглядеть экзамен. Мы, на самом деле, выпытали даже у препода вчера некоторые экзаменационные задания, то есть мы прекрасно понимаем, что нас ждет. Дай бог, чтобы я на следующей неделе не пришел и не говорил, что я провалил экзамен еще один. У меня хорошее ощущение по этому поводу, потому что там будет экзамен с выбором, там будут выборы ответа на вопрос. Такой экзамен я еще потяну, если я смогу к нему подготовиться. Потом, на самом деле, я на этой неделе получил результат одного экзамена, который я ждал 3 недели. Я написал его, по-моему, 18 мая, сегодня 6 июня. Это, на самом деле, такой бред, потому что я этот экзамен написал... Экзамен был по эстонской литературе, я его написал на такой уровень, что я не понимал по своей оценке, что сдал я или не сдал. Мне нужен был результат экзамена, чтобы понять, идти мне на пересдачу или нет. И результат этого экзамена мне выставили в систему в день пересдачи, на которую ты уже не можешь зарегистрироваться, потому что регистрация на экзамен заканчивается предыдущим днем. Универ, высшее образование. Если вы можете подумать, что я довольно-таки на позитивной ноте ко всему отношусь, то мне кажется, что это уже истерическое, потому что я очень жду, когда это все закончится. Я надеялся, что это закончится завтра, потому что завтра технически будет последний экзамен. Но если бы я не завалил предыдущий, то мне не нужно было бы идти на пересдачу 17 июня. Поэтому это все закончится где-то к концу июня, когда я узнаю уже результаты за абсолютно все, я смогу полностью забыть про это все на 1 месяц, потому что в конце августа мы возвращаемся
в мир высшего образования. Я не знаю, что делать. Самое обидное, на самом деле, по поводу этой механики и по поводу экзамена по механике, потому что учитель очень крутой, препод у нас очень крутой, он сам работает учителем в старшей школе, по-моему. Для него это как халтура, что он преподает также в универе. Он очень крутой, у него очень такой дидактический подход к обучению физики. То есть он знает, как это преподавать и как это интересно преподавать, но проблема в том, что я просто ничего не понимаю. Нас на курсе по физике 9 человек. С уверенностью я бы сказал, что где-то 3-4 человека понимают все. То есть единственное, что меня успокаивает, это то, что я не один в этой ситуации и что я не один не понимаю, как устроен этот мир. Мне прям просто реально нужно выговориться по поводу экзаменов, я не знаю, насколько выйдет это видео. Я помню, когда я в школе сдавал экзамены, я ни к чему абсолютно не готовился, я просто... У меня был такой еще такой подростковый период, я был очень крутой для себя, не для остальных. И я ни к чему не готовился, я просто пришел на экзамены, я их сдал. Я надеялся, что в универе работает такая же система. Я буду сейчас 2 дня, сегодня суббота, я буду 2 дня готовиться, потому что у меня нет другого выбора. И возвращаясь к преподу, говоря про этот экзамен по механике, который я завалил, мы на каждой лекции у препода спрашивали, что будет в экзамене, спрашивали вопросы для повторения, потому что курс обширный, количество этой информации невозможно просто запомнить. Самая большая проблема была в том, что препод просто непробиваемый, он не ответил ни на один наш вопрос, он постоянно уходил от ответов. В этом плане реально ему плюс в карму, он не сломался под огромным давлением, потому что мы реально на него давили. Мы пытались просто узнать, к чему нам вообще готовиться, каким вообще... Мы даже не хотели узнать вопросы, которые будут в экзамене, мы просто хотели узнать, как этот экзамен будет построен. Он нам этого не сказал. Я немного наврал, у нас экзамен был в среду, получается, и перед этим у нас во вторник была с ним лекция, и мы у него спрашивали, в конце концов он сказал нам, что типа не переживайте, вам не нужна никакая пересдача. И он сказал, что я могу сказать так, что если вы придете на завтрашний экзамен, то вы его точно сдадите. Когда я ему отдал пустую тетрадь, экзаменационную тетрадь в руки, он на меня посмотрел с очень расстроенными глазами. Реально, вы не представляете, он на самом деле, он реально на протяжении всего курса угорал над нами, что мы постоянно боимся, что будет в экзамене, что мы хотим узнать, что там будет, к чему готовиться. И когда мы реально сдали ему пустые листы в среду, то он на нас посмотрел, мы у него спросили, когда пересдача? Потому что мы до этого еще говорили, что если мы не сдадим, когда будет пересдача, он говорил, что вам не нужна пересдача, он даже не планировал ее. То есть, если по другим экзаменам у нас уже было записано число пересдачи, то есть у нас стояло там 2 времени для основной возможности для написания и 2 времени для пересдачи. У этого стоял только один слот времени для экзамена. Мы пришли, и он считал, что нам не нужно будет пересдавать его. Это очень было комично, на самом деле. Он смотрел на нас с такими глазами, с которыми я ни разу его не видел на протяжении всего курса. Он был очень разочарован, он был очень расстроен, и он был в полнейшем шоке, что то, что мы говорили, оказалось правдой все это время. И экзамен не был легкий. И я не знаю, насколько вы сталкивались с физикой. Я единственную задачу запомнил, потому что я сидел над ней вот так вот 15 минут и пытался просто понять, за что зацепиться. Одна задача была такая, что типа в каком-то там году какой-то паром закрыл какой-то канал в море. Длина этого парома была 400 метров, ширина была 60 метров. Сколько тонн товара загрузили на этот паром, если он опустился в воду на 15 сантиметров? Мне плохо стало, когда я ее прочитал, но я, кстати, пытался. Я старался, я, по-моему, объем нашел. Я не знаю, зачем, я просто пытался написать настолько много, насколько возможно, чтобы сдать хотя бы на минимальный балл. Результат экзамена я официально еще не знаю, но я знаю, что там недостаточно написано, чтобы его сдать. Потому что, чтобы его сдать, мне нужно написать хотя бы половину. Там нет половины, ребята. Еще один забавный факт — это то, что спустя как раз-таки 1 день, по-моему, я зашел в систему чисто посмотреть, успел ли он проверить экзамены. Я увидел, что он удалил вообще существование этого экзамена из списка. То есть, если все эти времена и все эти экзамены, которые я уже сдавал и буду сдавать, они еще в списке есть, как прошедшие или будущее, то этого экзамена просто не существует больше в списке и в системе. И я не знаю, что это значит. У меня, получается, остался экзамен по оптике. Дай бог, что у меня ощущения хорошие, потому что пока что я знаю, к чему готовиться, знаю, какие задания там будут. Я очень надеюсь, потому что я не хочу еще одни дополнительные проблемы. Мне хватает пока что моих проблем с механикой. Я не знаю, что я буду делать в следующем году, когда у нас начнутся такие предметы, как электромагнетизм и тепловая энергия, потому что механика и оптика чисто как слова звучат уже легче. Электромагнетизм, я знаю,
знаю, что такое магниты на холодильнике. Еще одна такая обидная вещь по поводу всего этого, это то, что как бы часто бывает так, что ты понимаешь реальные предметы, и ты не понимаешь гуманитарные предметы. У меня ни туда, ни сюда не лежит рука, потому что эстонский я сдал на 3, и я списал, потому что там была эстонская литература, история эстонской литературы, где очень много было дат и так далее. Может, в этом проблема, потому что с историей я тоже не дружу. Когда мне говорили высшее образование, я не знал, что это настолько высоко. Поэтому да, я буду рад, что если вы будете держать за меня кулачки. У меня произошел какой-то коллапс в том плане, что когда я пошел в универ, то я пошел чисто ради прикола. Мне хотелось посмотреть, как это все будет выглядеть, насколько это все сложно и смогу ли я это сделать. Я договорился сам с собой о том, что если мне хоть что-нибудь не понравится, или хоть что-нибудь будет мне мешать, или занимать слишком много времени, я отчислюсь в ту же секунду. Вы не представляете, сколько таких моментов я пережил за этот учебный год и пытался себя отговорить, потому что в конце концов на состояние на сегодняшний день, на конец первого учебного года, я понял, что я реально хочу это сделать, и это больше не прикол. Очень смешно получилось. Вот такое небольшое видео вышло. Я надеюсь, вам не очень скучно было его смотреть, потому что тема довольно-таки специфическая, и я очень вам благодарен, если вы досмотрели его до конца, потому что это значит, что вы меня поддерживаете. Я не откажусь еще от поддержки лайком к этому видео и также комментарием, как у вас дела. И если вы учитесь в универе или учитесь в школе, как у вас дела с экзаменами обстоят, с контрольными, с окончанием учебного года, потому что это для всех очень такой нервотрепский период. Несмотря на все то, что я сейчас сказал, вы молодцы, что учитесь, если вы учитесь. Если вы хотите учиться пойти, несмотря на то, что я говорю, что я ничего не понимаю, это все равно, все это обучение, неважно даже каких предметов, оно заставляет мой мозг шевелиться, не ржаветь, и я действительно чувствую какое-то движение в голове. В общем, все, давайте заканчивать. Еще раз спасибо вам за просмотр этого видео. Я очень рад, что вы здесь. Буду очень рад вас видеть в комментариях в письменной форме. Напишите мне ответ, что-то, как выучить физику за 2 дня. И на этом все. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Пока.